И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня у нас продолжение нашей поездки в Трир, Люксембург, когда мы были в Рургебите, как раз остановились, и оттуда ездили в разные города, Дюссельдорф, например. И вот в эту же поездку мы посетили шахту Цольферайн. Она находилась недалеко от того места, где мы остановились, где у нас была снята квартирка. И вот, поскольку было время 7 часов вечера, и там стояло, что она работает круглосуточно, в принципе, это шахта, мы поехали посмотреть, что там находится. Ну, естественно, музеи все и помещения были закрыты, но сама территория шахты, она открыта, и там можно гулять в любое время. И вот этот ранний, поскольку это был уже октябрь месяц, уже темнеет достаточно рано, это начало быстро темнеть, и это придало нашей прогулке по территории шахты такое непередаваемое очарование. Давайте мы с вами прогуляемся по территории шахты и посмотрим, что там сейчас есть. Шахта Цольферайн. Это каменноугольная шахта в городе Эссен, федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия, действующая с 1851 года по 1986 год. Она получила название в честь Германского таможенного союза. Шахта Цольферайн была одной из крупнейших и самых производительных шахт Рурского региона. Сегодня она является архитектурным и промышленным памятником. Вместе с расположенным рядом коксовым заводом Цольферайн шахта входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2001 года. Шахта Цольферайн была основана промышленником Францем Ханиэлем, который искал подходящее месторождение коксующего угля для производства топлива, необходимого ему для сталелитейного производства. В 1834 году во время разведочного бурения был обнаружен особенно богатый угольный пласт. Это заложило основу для шахты Цольферайн. В 1847 году Франц Ханиэль основал горнодобывающую компанию Цольферайн и распределил акции среди членов своей семьи. Новый в то время вид транспорта, железная дорога Кёльн-Минден, открытая также в 1847 году, сыграла значительную роль в выборе места. Железнодорожная линия проходит непосредственно к северу от шахты, обеспечивая удобную транспортную развязку. В 1857 году рядом с шахтой работало несколько углевыжигательных печей, которые в 1866 году заменил современный коксовый завод с механическими печами. В 1890 году на поверхность были выведены 1 миллион тонн угля, пригодного к использованию. Это сделало шахту Цольферайн шахтой с самым высоким годовым объемом добычи в Германии на тот момент. Благодаря благоприятному экономическому климату в горнодобывающей отрасли в последующие годы было предпринято дальнейшее значительное расширение горных выработок. Были построены новые шахты и новый коксовый завод, и продолжалась модернизация уже действующих шахт. С 1920 года горнодобывающая компания Цольферайн, до этого принадлежавшая семье промышленных Ханиэль, передавалась и продавалась в различные руки, и обычно с каждой сменой владельца проводились различные модернизации и ремонтные работы, предприятие разрасталось и процветало. В 1937 году добыча угля на шахте Цольферайн достигла 3,6 миллионов тонн, а число работников шахты составило 6900 человек. Шахта Цольферайн не понесла серьезных повреждений в ходе Второй мировой войны. В 1953 году добыча угля вновь возросла до 2,4 миллиона тонн в год, вследствие чего шахта Цольферайн заняла ведущее место среди всех западногерманских каменноугольных шахт. С 1980 года, с выработкой последних запасов коксующегося угля на пласте Зонненшайн, горные работы были перенесены на север. Южные и восточные шахты постепенно были ликвидированы. После снижения продаж угля в 1983 году было принято решение о закрытии шахты Цольферайн. 23 декабря 1986 года все оставшиеся горнодобывающие мощности Цольферайна были закрыты. Коксовый завод продолжал работать еще до 1993 года. Впоследствии оставшиеся наземные сооружения шахт будут сохранены для нового использования и в качестве промышленных памятников. Осенью 2003 года был объявлен региональный конкурс проектов «Дизайн Цольферайна», и в январе 2004 года был выбран лучший проект и начата реконструкция обогатительной фабрики.
Сегодня шахта Цуферайн – это культурный и творческий центр Эссена, тематическая станция регионального проекта «Путь индустриальной культуры русского региона». Здесь можно посетить музей «Дорога угля», музей русского региона, дизайн-центр Северного Рейн-Вестфалии, музей керамики Маргаретенхёе. В бывшем коксовом заводе размещена выставка современного искусства. Там же находится постоянно действующая выставка «Дворец проектов» Ильи Кабакова. Ну, на этом мы закончим сегодняшнюю прогулку, поскольку уже совсем темно, и снимать было как бы неудобно, то есть не очень видно хорошо. А из этой поездки у нас еще остался еще один пункт, это замок Орст, но об этом уже в следующем видео. Всем здоровья, мира и добра, и до новых встреч на моем канале, ведь продолжение следует. Пока-пока!